Приветствую всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему глубокому разбору. Знаете, когда я только открыла стопку сегодняшних материалов, я подумала, что это какая-то ошибка в цифрах. Да, там цифры действительно сбивают с толку с первого взгляда. Абсолютно. Сегодня мы обсуждаем беспрецедентную трансформацию рынка электроэнергии Казахстана. Тема, которая, навсегда изменит правила игры для любого бизнеса. Суть в том, что к 2032 году на севере Казахстана ожидается просто колоссальный избыток электроэнергии. Настоящий океан энергии. Вот именно. Океан. Но парадокс в том, что при всем этом избытке ровно в 19:00 тысячам предприятий банально может не хватить мощности. Просто чтобы зажечь свет или включить станок. И самое жесткое здесь то, что за этот системный дефицит будет расплачиваться обычный бизнес. Да, многомиллионными штрафами, а кого-то могут юридически отключить от сети уже с 1 июня 2026 года. В наших источниках сегодня официальные приказы, прогнозные балансы до 2032 года, правила оптового и балансирующего рынков. Угу. А еще, что самое интересное, реальные стенограммы интервью с энергетиками на местах и спецификации системы Emivizor. Давайте разберем все это по полочкам. Откуда берется этот системный стресс? Чтобы разобраться, нужно начать с физики самой энергосистемы. Если мы посмотрим на официальный прогнозный баланс до 1932 года, картина кажется, триумфальной. Северная зона должна произвести 121,3 миллиарда киловатт-часов энергии. А потребление при этом? А внутреннее потребление ожидается на уровне 97,6 миллиарда. То есть мы видим... То есть разница, почти в 24 миллиарда киловатт-часов чистой энергии в плюсе. Именно. Огромный профицит. Звучит так, будто дефицита нет и в помине. Откуда тогда этот страх, что все отключатся? А вот тут мы сталкиваемся с разницей между энергией и мощностью. Это совершенно разные метрики. Энергия — это киловатт-часы, а мощность в конкретную секунду — это мегаватты. Так, давайте проясним этот момент. Если мы откроем баланс электрической мощности на час максимума нагрузок, это тот самый вечерний пик, когда все приходят домой и включают чайники, цифры пугают. Потребность составит 29 876 мегаватт. Ага. А располагаемая генерация? А располагаемая, то есть физически доступная прямо сейчас, всего 27 215. Жесткий дефицит. Более чем в 2600 мегаватт. Вот, то есть, чтобы картина сложилась предельно ясно, давайте я приведу такую аналогию. Это как иметь гигантское водохранилище, да? Это наша выработанная энергия. Отличное сравнение, да. Воды там столько, что хватит на год целому городу, но к этому озеру подведена труба определенного диаметра. Это наша мощность. И если все жители одновременно откроют краны ровно в 7 часов... Давления просто не хватит. Вот. Огромный запас воды в озере никак не поможет. Вода потечет тоненькой струйкой. Угу. А в энергосистеме эта тонкая струйка означает падение частоты тока. И автоматика просто начинает каскадно отключать целые регионы. Что здесь действительно поражает, так это причина такого разрыва. И в чем же она? В стремительном росте возобновляемых источников энергии, или ВИ. К 1932 году солнце и ветер будут выдавать огромные объемы, более 25 миллиардов киловатт-часов. То есть они накачивают это наше водохранилище, да? Да. Но у них есть фатальная проблема. Они непредсказуемы. Понятно. Солнце садится, ветер может стихнуть в любую минуту. Абсолютно. И в этот момент вечернего пика система теряет гигантский объем генерации. Исчезает гибкость. Диспетчеру нужны маневрированные мощности, чтобы быстро перекрыть этот провал. А их физически не хватает. И как же государство собирается это решать? Строить новые газовые станции? Это долго и дорого. Поэтому государство принимает прагматичное решение – переложить ответственность за балансировку на потребителя через механизм оптового рынка электроэнергии. То есть, если государству критически нужна гибкость, оно просто заставит бизнес играть по своим правилам через жесткие финансовые рамки. Именно так. С 1 июня 2026 года наступает новая реальность для тысяч предприятий с потреблением от 5 мегаватт. Подождите, раньше ведь как было? Завод просто платил по счетчику в конце месяца. Эта парадигма мертва. Теперь каждый день, строго до 8 утра, нужно подавать свой часовой профиль нагрузки на следующие сутки, расписанный буквально по каждому часу.
И это, я так понимаю, не просто формальная бумажка. О нет. Это подкрепляется стопроцентной финансовой предоплатой на счете единого закупщика. Формируется эдакая экономика ошибок. А что, если они ошиблись? Ну, завод заявил один объем, а потребил другой. Включается балансирующий рынок. Купили меньше, чем потребили. Возникает отрицательный дисбаланс. Вы обязаны докупить эту энергию по пиковым штрафным ценам. Да, я видела в правилах эти карательные коэффициенты. Штраф обойдется в 1,3 раза дороже. Угу. На 30% выше рынка. Но слушайте, а если в обратную сторону? Вот завод заказал высокую мощность, а потом, ну не знаю, конвейер сломался. Или в торговом центре кондиционеры не включились из-за прохладной погоды. Это тоже дисбаланс. Но ведь они не потребили энергию. Она осталась в сети, государству должно быть выгодно, разве нет? Нет, физика сети так не работает. Чтобы держать эту мощность для завода, система сожгла реальный уголь или газ. Поэтому за такой излишек вам вернут деньги с понижающим коэффициентом 0,7. Ого! То есть 30% денег просто сгорают на пустом месте. Потеря маржинальности в обе стороны. Да, неверный прогноз наказывается жесточайшим образом. Но подождите, как вообще сеть супермаркетов может предсказать, сколько света и холода им понадобится завтра с точностью до часа? Это же зависит от погоды, от количества покупателей. И если мы свяжем это с более широкой картиной, суть оптового рынка не в том, чтобы собирать штрафы. Суть в принуждении к планированию. Государству нужен тотальный контроль, иначе сеть рухнет. У бизнеса один выбор. Либо тотальный почасовой контроль, так называемый demand response. Либо финансовое самоубийство. Именно. Хорошо, звучит логично в теории. Бизнесу нужно точное прогнозирование. Казалось бы, поручите это айтишникам и главному энергетику. Пусть разбираются. Да, руководство так и думает. Но когда мы читаем стенограммы с мест... О, да, это самое интересное в материалах. И вот тут начинается жестокая реальность. Да, типичный энергетик сейчас он работает как диспетчер на максималках. В стенограмме один такой специалист рассказывает. У него 120 точек учета. 120. И из них автоматизированно передают данные сами только 24. В подчинении 3 электрика. WhatsApp разрывается, Excel-таблицы зависают, резервные генераторы глохнут, где-то лампочки перегорели. То есть человек банально тушит пожары целыми днями. Да. И вот на этого перегруженного человека падает задача уровня биржевого брокера прогнозировать почасовое потребление для оператора рынка. Это же просто нереально. Мы требуем математической точности от человека с пассатижами в руках. Это системная перегрузка всей отрасли. Документы показывают, что до 1932 года бизнесу придется экстренно вводить новые профессии. Я видела этот список. Аналитики энергоданных, инженеры по надежности, слесаря-диагносты. Да, нужны люди, которые будут анализировать тренды и предотвращать дисбалансы. Главный дефицит сейчас — это не электричество, это время специалистов. Ну хорошо, нанять новых людей долго и дорого. Почему бы просто не автоматизировать сбор данных? Купить локальный сервер для системы учета и пусть собирает. И тут энергетик сталкивается с IT-отделом. IT-отдел говорит жестко «нет». Почему? Кибербезопасность. Любой самопальный сервер в подсобке — это уязвимость для всей корпоративной сети. ИТшники отказываются брать этот непрофильный актив на баланс. Кто будет обновлять систему? Кто будет следить за железом? Классическая ловушка владения инфраструктурой. ИТ-отдел не хочет возиться с железом энергетиков, а электрики ничего не понимают в сетевой безопасности. Абсолютно. И в итоге этот сервер падает в самый неподходящий момент. А если данные не отправлены до 8 утра? Тогда предприятие автоматически рассчитывается по усредненному профилю региона. А это значит? Гарантированный стопроцентный небаланс и огромные штрафы. Да, вы попадаете на максимальные санкции. То есть ситуация патовая. Людей не хватает, локальные серверы запрещают, а вручную сводить 120 счетчиков по Excel физически невозможно. Как спасать бизнес? Здесь мы переходим к анализу системы EMI-Visor, которая детально описана в материалах. Это инструмент проактивного управления. Да, и я хочу тут сделать акцент, потому что меня это зацепило. В мире, где все сейчас продают магию искусственного интеллекта и нейросетей, разработчики EMI-Visor прям заявляют: строго без ИИ. Почему? Разве нейронка не могла бы предсказывать этот чертов график за уставшего энергетика? Это поднимает важнейший вопрос о разнице между модными технологиями и инструментами для юридической защиты.
ИИ — это всегда вероятностная модель. Черный ящик? То есть в суде это не сработает. Конечно. Представьте, вам пришел штраф на десятки миллионов. Вы приходите к регулятору и говорите: «Ну, это наша нейросеть так решила». Да уж, инспектор просто рассмеется в лицо. Им нужны математически точные доказательства. Именно, эмивизор — это не ИИ, это панель оперативного энергоконтроля. Система собирает жесткие, неизменные показатели — токи, напряжение, косинус фи, интервалы от 1 до 60 минут. А где это все хранится, если локальные сервера запрещены? В защищенном облаке на территории Казахстана данные хранятся 5-6 лет, это как раз срок исковой давности. Это ваш юридический щит против энергоснабжающих организаций. Значит, IT-отдел счастлив, потому что нет локального железа, а энергетик получает свою телеметрию. Но как это связывается с финансами? С бухгалтерией, которая платит по счетам? Идет прямая программная интеграция через API в системы ERP и 1С. Система сама формирует эти сложные суточные графики в формате 80.0.20. О, это тот самый стандарт для оптового рынка. Далее. И энергетик больше не свозит таблички. Он открывает панель и видит картину в реальном времени. Вход минус выходы. Это же дает возможность найти скрытые утечки. Или, например, увидеть, что какой-то мощный станок кто-то включил ночью, когда он должен быть выключен. Да, это называется visibility, прозрачность. Раньше энергетик узнавал о проблеме через месяц, когда приходил счет на миллионы тенге. Теперь он видит, что мы выходим за график прямо сейчас. То есть у него есть шанс вмешаться до того, как закроется этот расчетный час. Абсолютно верно. Он может просто пойти и выключить этот станок. Это потрясающе. Если подвести итог нашему разбору, мы видим, как огромная макропроблема Казахстана, вот этот профицит энергии при дефиците мощности, она не остается где-то там в министерствах. Нет, она каскадом падает прямо на плечи бизнеса. Электричество больше не коммунальная услуга. Это сложный биржевой актив, который требует жесткого ежечасового контроля. И если у вас нет автоматизации и чистых данных, это гарантированные штрафы и риск остановки производства. И вот что я хочу оставить нашим слушателям для размышления. До сих пор мы привыкли оценивать стабильность бизнеса по его капиталу, по логистике, по бренду. Угу. Но если малейшее отклонение от графика энергопотребления может уничтожить 30% прибыли за месяц или вообще привести к отключению рубильника, не станем ли мы свидетелями того, как в будущем гигантские корпорации будут банкротиться не из-за падения продаж, а просто из-за банального отсутствия энергетической дисциплины и неумения работать со своими счетчиками? Очень правильный и тревожный вопрос. Тему вместе с нами. Продолжайте исследовать, задавать вопросы и следить за тем, как меняются правила игры в нашем мире. До новых встреч!